Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 25 мая, суббота. Сегодня мы с вами проводим промежуточный выпуск. Я хочу сразу напомнить, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, которые хорошо бы обозначить словом «вопрос» или поставить знак вопроса, и уже потом формулировать. Я, конечно, обращаю внимание в первую очередь на эти сообщения, когда отвечаю на вопросы, но вы также можете оставить и просто хорошее, доброе сообщение с критикой, возможно, конструктивной, либо просто с хорошими, добрыми словами, коих сообщений их несметное множество, и мы всегда им рады. Уважаемые зрители и слушатели, комментарий всегда, в любой ваш комментарий, минимум из, по-моему, по нынешним рейтингам YouTube уже из 7 слов, продвигает наши материалы и дает возможность как можно большему количеству зрителей и слушателей ознакомиться с нашей информацией. Давайте еще раз повторю. В комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы. Перед тем, как формулировать вопрос, ставьте знак вопроса, либо пишите слово «вопрос». На самый популярный из ваших вопросов я отвечу уже завтра утром, в воскресенье, 26 мая. Так, теперь давайте... конечно, давайте я вам напомню о Patreon, в который можете перейти по ссылочке в описании к этому ролику, подписаться. Там я отвечаю на все вопросы, и там я гораздо более открыт. Так, теперь давайте перейдем к событиям. Продолжаются чистки в армии. По данным, которые предоставили Николаю Патрушеву, в армии, в руководстве, Генштаба сформировался заговор, который якобы имел целью свержения нынешней власти, который якобы, еще раз повторяю, должен был быть реализован в июне этого года. Насколько правдива эта информация, судить самому Николаю Патрушеву, а реакция не заставила себя ждать. Арестован главный связист Генштаба, заместитель Герасимова. Впереди еще многие-многие чистки, еще многие-многие аресты. Генерала Попова не выпустили под домашний арест. И в целом будет ситуация для армейских, конечно, усугубляться. Причина в том, что на сегодняшний день армия стала, по мнению нынешнего российского руководства, незаслуженно популярна. А незаслуженная популярность, конечно, опять-таки по мнению нынешнего российского руководства, влечет за собой попытку заговора. И в сущности ситуация вполне себе логична. Чистки начались, и чистки будут продолжаться. Впереди большие перемены как для самого Генштаба, так и для Министерства обороны. Заметим, что мы первые сообщили о существовании заговора, и реакцию на существование такого заговора, по крайней мере, на доклад о существовании такого заговора, мы с вами увидели уже на следующий день утром. Как всегда, наша информация подтверждается. Да, еще было подтверждение еще одной информации, еще одного материала, который мы выпустили 8 мая. Ознакомьтесь, пожалуйста, в нашем телеграм-канале 8 мая. По-моему, 8 мая мы писали о том, что собираются реинкарнировать бывшего президента Украины Виктора Януковича в политическом пространстве. И, о чудо, во время встречи двойника президента России Владимира Путина, вернее, давайте уже формулировать правильно, человека, назначенного президентом России, похожего на Владимира Путина, с Лукашенко во время встречи прибыл в Минск, притащили в Минск Януковича. Это ли не чудо, правда ли? Мы пишем о том, что возвращают Януковича в информационное пространство, и вот притащили. Зачем, с какой целью, никому не понятно, все задаются загадками. Задаются загадками те,
кто не читает наш канал. Наш канал существует для того, уважаемые зрители и слушатели, чтобы вы знали первыми о том, что происходит, о планах российской власти. Да, эти планы не всегда реализуются, но если вы знаете об этих планах, если вы понимаете, в каком направлении движется страна, в каком направлении идут события, то вы, конечно, можете действовать в рамках своего понимания, как исходить из этой ситуации, которая уже прогнозируется. Я думаю, что это помогает многим. Многие пишут нам хорошие, добрые слова и благодарят как раз за нашу деятельность в этом направлении. Также хочу вам сказать, что в том числе в связи с чистками в Генштабе, в Кремле опять заговорили о мобилизации. Генеральный штаб встревожен, в целом Генеральный штаб встревожен чистками и считает, что мобилизация, ну или по крайней мере, давайте будем говорить откровенно, один из этапов мобилизации, широкой мобилизации, должен остановить чистки хотя бы на какое-то время и дать возможность генералам, ну, что ли, вздохнуть спокойно. По крайней мере, на момент, или даже не на момент, на время мобилизации, на время этапа активной мобилизации, значит, силовики, по идее, должны от них отстать. От них я имею в виду от генералов армейских. Ну вот такие мысли и требуют Генштаб проведения мобилизации, иначе ничего не гарантируют. Не гарантируют побед, не гарантируют достижения новых высот в плане захвата и оккупации территорий. Ну вот такая позиция. В российском руководстве всерьез отнеслись к этим словам и всерьез рассматривают возможность, еще раз повторяю, этапа мобилизации. Нового этапа общей мобилизации, и будет это, по крайней мере, в планах примерно конец лета, начало осени этого года. Будет ли этот этап столь же масштабным, как и первый, да, ну, сказать очень сложно, потому что Генштаб требует 700 тысяч призвать, российское руководство к этому относится скептически, ну, 700 тысяч – это нелепая цифра, по их мнению. По их мнению, вполне хватит и 300-400 тысяч. Немножко подиссяк ручеек тех людей, которые спешили в армию, за деньги, откровенно за деньги, заключая контракты с Министерством обороны. И на сегодняшний день испытывают острый недостаток людских ресурсов вооруженные силы Российской Федерации. Ну, по крайней мере, тех людей, которые находятся на фронте. И уголовники подиссякли, и люди, которые стремились за деньги попасть на фронт, чтобы убивать и быть убитыми, их тоже оказалось в последнее время не так много, как было изначально. Жадные языки немножко подистрепались, ну, теперь надо привлекать обычных людей. Но так как планируют увеличить объем и масштаб победобесия в ближайшее время в информационном пространстве, считая, что, по крайней мере, сейчас российское руководство считает, что новый этап мобилизации пройдет гладко и не будет такого всплеска недоверия к российскому руководству, как был во время начала мобилизации, во время первого этапа мобилизации. Насколько обоснованы их понимание текущей ситуации, мы увидим. Я думаю, что в принципе так оно и есть. Люди не сильно готовы реагировать в плане отсутствия поддержки подобным вещам. Ну, я говорю абстрактно, но тем не менее так и есть. Будут, скрипя зубами, но идти в армию, значит, считается, по крайней мере, на сегодняшний день в российском руководстве, что победа, как бы они это ни воспринимали, не за горами, ну, победа в смысле фиксации захвата каких-то территорий, фиксации в плане не только в законодательном уровне в России, но и в целом понимании во всем мире. Должна произойти, по мнению российского руководства, фиксация текущих событий, и это ли не победа, по их мнению.
Как будет на самом деле, увидим уже в ближайшее время. Я думаю, что многим планам российского руководства, будем говорить так, не суждено сбыться, а разочарование выльется в виток новых репрессий, если, конечно, они чудесным образом не будут заблокированы. На этом на сегодня все, уважаемые зрители и слушатели. Хочу вам напомнить, что вы можете прямо сейчас перейти по ссылочке в описании на наш Patreon, подписаться на него, задать вопрос и получить ответ на него. Вы также можете ознакомиться с теми материалами, которые уже сейчас есть на Патреоне. Каждую неделю что-то около 2 часов я отвечаю на ваши вопросы. И уверен, любопытство многих вполне удовлетворено. По крайней мере, всех подписчиков Patreon. Оставляйте в комментариях к этому ролику ваши вопросы. Также стоит напомнить, я на них отвечу уже в воскресенье утром, то есть завтра. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.